Привет. Привет. Саша, тебе 20 лет. Да. Хотя 10 минут назад я говорил, что тебе 18. Как это произошло вообще? Да, я просто, наверное, когда хайпанул, мне было 18. Я помню, что на Бодимане сказал, что 18. И некоторые до сих пор только сейчас смотрят это видео и думают, что оно недавнее. Они видят, что там 2 года назад видео. Ну и вот. Началось все в 16 лет. Вообще, началось все гораздо раньше. С качалок, правильно? Да. Твой брательник насколько тебя старше? На 10 лет. На 10 лет? Да. И он подтянул тебя в качалку. Ну да. В каком возрасте? В 5 раз, лет 13 я пришел в зал. Армрестлинг как появился? Сразу с армрестлинга и начал. То есть просто боролись на руках и все? Ну, брат меня когда потянул в 13 лет, он уже занимался. Ему уже было 23. Он там уже где-то на соревнованиях выступал там. Ну, уже занимался армой. То есть я в зал целенаправленно на армрестлинг пошел. То есть, по сути, ты в тренажерном зале делаешь базовые упражнения, которые идут исключительно на занятия армрестлинга, правильно? Ну да. Что это за упражнения? В принципе, я делаю все билдерские упражнения, просто добавляю специализацию для армрестлинга. То есть, если брать приседания, тягу, то я также делаю, как бы база она все равно дает. Ну и в армии тоже. Почему ты борешь здоровых слонов, которые занимаются на протяжении всей жизни в зале, которые больше тебя визуально, ну и фактически? Техника? Ну, в первую очередь, наверное, техника с некоторыми. Но также я выиграл гораздо больше тех, кто и опытнее меня, и техничнее, и тоже больше. Ну, тут решает сила просто специализирующих мышц, которые участвуют в борьбе. А обычные бодибилдерские, к примеру, упражнения, они не тренируют их. Это, например, там, такие мышцы, как пронатор, предплечья, потом пронатор плеча. Ну, там много мышц. Сгибатель кисти, пальцы тоже. Сила пальцев, кисти. Ну, это очень важно. Скажи, если бы не тот скачок, который тебе дал YouTube, возможно было бы думать о какой-то карьере, живя в Приморском крае, в городе Арсении? Да. Да? Каким образом? Но если бы даже не YouTube, я все равно занимался армрестлингом. Единственное, что просто были бы цели, наверное, ну, менее масштабные. Ну, ездил бы на Россию. Ну, у нас же есть в Приморье, которые выступают, ребята на Россию ездят. То есть, но все равно цель была бы, все равно хотелось бы стать самым сильным. Меценатство есть какое-то? То есть ты катаешься за свои деньги? Да. За свои деньги? Да. То есть спонсорской помощи от наших чиновников ее нет от слова Нет. совсем? Вообще нет. А Даже, ну, те, кто, вот я знаю, ездят, ну, насколько я знаю, у них тоже нет никакой помощи. Ну, все за свои деньги летают. Федерация давно существует? Лично от федерации я никаких действий не знаю на Приморье, чтобы она что-то делала. Ты видишь свое будущее в российском спорте или все-таки есть желание дернуть на Запад? Ну, в перспективе по-любому на Запад. В идеале в Америке WL федерация. Сейчас там самые большие призовые, ну, там самое нормально. Какое призовое? Ну, в одном интервью Ларат, ну, участник той федерации, сказал, что ему другая федерация предложила выступить в ее проекте там на год, там $50 000. Он сказал, что вау, мне за сезон заплатят гораздо больше. Это зарубежный спортсмен, правильно? Да. Цыпленков является ли топом на сегодняшний день? Конечно. Ливан? Но это 2 топа, которые бы еще ни разу не встречались. Тут как бы можно спорить, кто из них сильнее, но они 2 топа. От соревнования топ-8. Да. Какой там регламент и чем они отличаются от наших внутренних соревнований? В первую очередь деньгами. Я видел, как ты боролся с людьми, которые на тебя глазели, хотели отобрать твои деньги. Сколько там, $10, да, получается, участие? Нет, участие бесплатное было.
Чтобы побороться с тобой? Да, бесплатно. Просто если меня выиграешь, первый раз, когда мы снимали, там было, помню, и $10, и 20 получишь, потом 100, и максимум вот мы до $200 дошли. Good job. What, 3 seconds? That's good, that's good. Я видел, как ты держал, грубо говоря, соперника, и с четким пониманием, что ты можешь сломать ему Да. жизнь, ты как бы, ну, давал людям бороться с тобой. Ты реально чувствуешь, насколько у тебя, ну, заряжены руки и что ты можешь ими сделать? По сути, ты можешь сломать кость, порвать человеку мышцу. То есть чувствую ли я, что могу сломать или нет? Да. Нет, я понимаю, что если я захочу, конечно, любому прохожему я легко ее сломаю. И тем более в Америке, ну, это просто очень опасно. Мы с братом боролись, и самое страшное было сломать кому-то руку, потому что если вдруг этот человек там пойдет, ну, жаловаться, напишет заявление, то там будут просто такие деньги с нас трясти, что, ну... И вот мы сколько снимали, очень много часов мы боролись, там тысячи людей, и ни разу не... То, что никому руку не сломали, ни разу никого не травмировали даже. То есть, ну, я верю в то, что я чувствую, когда я могу давить, когда не могу, и как, ну, в каком векторе лучше тянуть, чтобы человек не травмировался. Брат зачастую тебе говорит: Аккуратно, аккуратно. аккуратно, аккуратно и не играйся. Не играйся, выиграй. Ну, это у него две фразы. Когда обычно он говорит аккуратно, аккуратно, чтобы, если что, я не сломал руку. А когда он говорит не играйся, это он переживает, что я сейчас могу это, ну, расслабиться и проиграть. То есть азарт присутствует, да? Ты любишь повыпендриваться? Ну, не то, чтобы выпендриваться. Даже если смотреть с точки зрения контента на YouTube, если я быстро там выиграю 3 раза, что там видео будет идти 30 секунд, минуту максимум. И особо никому не интересно. И поэтому приходится чуть, ну, поиграть, подержать там на камеру, чтобы, ну, видео растянуть на минут 10. Ты недавно встречался с Сарычем в Москве, да, я так понимаю? Да. Он тебя пригласил? Да. До этого ты его не видел в реале? В реале не видел, было встретиться интересно, да. Сильный чувак. Сильный. У тебя около миллиона подписчиков на YouTube, правильно? Ну, у брата, да. Почему у брата? Это его канал. Armwrestling TV. Брат не реализовался как армрестлер. Я имею в виду, ну, вот Спортсмен. тот потенциал. И он, в принципе, все возложил на тебя, я правильно понимаю? Ну, не факт. Как бы он тоже все равно еще тренируется. И у него тоже есть определенные цели в спорте. То есть он еще занимается и хочет тоже выйти, скажем так, ну, на топовый уровень своей категории. Но ты юниор, правильно? Но я вот хотел 18 лет на Россию полететь, но травму в Корее получил и не полетел. И вот сейчас еще думаю тоже полететь до 21 на России в категории 90+. Какие там конкуренты? Россию выиграть гораздо сложнее, чем Европу и мир. То есть если ты выиграешь Россию, то ты, ну, 99% станешь чемпионом и на Европе, и на мире. Тебе вообще не то, что там коробит, не коробит, что за рубежом тебя реально знают, узнают, встречают и так далее, а в родном доме мало кто знает о тебе? Или пофигу? Вообще пофигу. Твой первый гонорар какой был? Там вообще смешные. Я даже сейчас не вспомню. Может, $100 там давали и все. Сколько стоил билет в Америку? 80 можно найти. Первые мои соревнования были вот в Америке. Какое ты место занял? Так, вот на самых первых, на левой первый, на правой я стал второй. И на вторых соревнованиях 2 первых. У меня категория была уже тогда, получается, 100 килограмм категория. Я, может, ошибаюсь. А Копа знаешь же? Да. Он со Спаска, да, по-моему, если мне не изменяет Но он память? был в Спасске, потом вроде куда-то в другое место переезжал. Вы с ним тоже зарубались? А на соревнованиях ни разу с ним не попадались, прям официально. Так, только на практиках, на тренировках. На тренировках постоянно, да.
Есть отличия в стиле борьбы? Ну, стиль борьбы у всех отличается, исходя из антропометрии, там, какая длина рук, пальцев, кисти. У него просто именно кисти такие, ну, больше, чем, скажем, у многих в Приморье. Ну, а так, в принципе, нет. Брат живет в Америке. Да. Сколько уже лет? Точно не скажу. Ну, больше 3 лет. Ну, не больше 5. Где-то 3-5. И планирует там оставаться? 100%. Сюда он пока летает так, раз в год на месяц. Ну, скоро, может, почаще будет летать. Ты когда вернулся оттуда, депрессуха была? Нет. Я что туда лечу счастливый, и оттуда назад лечу тоже счастливый, что наконец-то домой, а туда наконец-то туда. То есть тебя не привлекает та жизнь? 50 на 50. Вот конкретно сейчас не привлекает. Какие планы на будущее? На ближайшие 10 лет еще тут, наверное, буду. Там посмотрим. Ну, вообще, глобальные планы в Америку перебираться, да. Там выступать на сцене. Ну, WL федерация мне как бы нравится. Я вот хочу там выступать. Но из-за коронавируса вот в этом году не получилось в Америку. Как бы билеты есть, но у меня виза закончилась, а посольства сейчас в России все закрыты, чтобы получить визу. И вот даже до сих пор не открываются. Я вот думаю, на Арнольд еще хочу полететь. Я на тот Арнольд летел, Арнольд классик, 110 килограмм. Там тоже гонял вес, так тяжело было. Прилетел уже туда, и там за 2 дня сказали, что Арнольд отменяется из-за коронавируса. Гонка веса? Да. В армрестлинге? Конечно. Категории? Блин, я думал, все намного проще. Особенно, которые на профессиональном уровне, там, вот, на России, где там спортсмены по 70 килограмм, они вот, ну, так же, как бойцы ММА гоняют по 15-20 килограмм легковес. Все то же самое. Фух. Твое здоровье. Кто у нас из ребят является не то что прародителем, а куратором этого спорта? Вот в Большом Камне, я так понимаю, Аршак Самвелович постоянно, да, собирает. Ну, тебе бы хотелось возглавить эту канитель? Нет. Как Сарычев возглавил свою? Федерацию? Да. Наверное, нет. Ты участвуешь во всех соревнованиях, которые проводятся? Ну, по возможности, да. Ты являешься топом? Приморье. Да. Да. Оторвало тебя от земли? Нет. Это же армрестлинг. Это же в Приморье, мне кажется, по любому виду спорта, если быть топом, это не должно отрывать от земли. Вы никому не давали добро, ни с кем не сотрудничали, никому не предоставляли информацию о себе, биографию? Нет, вот это было. JB Channel, получается, ну вот Луценко, знаешь что? Вот он мне писал, там, ну, хотел выпуск обо мне сделать, и вот 5 вопросов мне скинул, и я ему голосовым ответил просто. И еще вот давно, еще самое первое, это вообще, мне кажется, зря, хотя именно здесь, в России, меня многие узнают по этому видео. Все ко мне подходят, это ты на Бодимане снимался. Хотя Бодимане, ну, такой зашквар, если честно, канал вообще. Почему? Да, просто бизнес. Подожди, спортфаза. Нет, в спортфазе не был. Тебе не предлагали дать интервью? Спортфаза нет. Так, пидорасы, которые сказали, что предлагали дать ему интервью, а он сказал, сколько вы мне заплатите. Короче, пиздоболы. Нет, чисто в теории может быть. Такое предложение моему брату поступало, его же канал. И он мне о нем не рассказывал, хотя вряд ли. Брат вообще мне все говорит, если там что-то с каналом происходит. То есть, если бы у вас попросили дать интервью, это стоило бы денег? Ну, я же ничего не говорил сейчас о деньгах. Ну, я понимаю, что сейчас нет. Здесь ты больше... Смотря кому, ну, разные люди бывают, разные отношения, то есть, ну, все равно. Может, кому-то, да, за деньги. Ты знаешь цену, стоимость? Брат всегда прилетает, когда назревают... Ну, я думаю, вряд ли, да? Зачем Нет, ему лететь оттуда сюда ради вот этих вот дворовых соревнований? Да. Нет, конечно, вряд ли. Ну, в смысле, только вот прилетает вот эти 2 соревнования, и то он как бы частично помогал их организовывать.
У Тебе тебя есть- даже не он на соревнования прилетает, а это в честь его прилета начинают организовывать соревнования. Если бы он прилетел в январе, эти соревнования прошли бы только в январе, а не в ноябре обязательно. Что было в Дубае? Скажем так, соревнования это были, но неофициальные. Просто Тебя пригласили или опять? это Ларри Вилл скинул мне вызов еще 7 месяцев назад, что вот, типа, с Schoolboy я вызываю тебя на поединок по армрестлингу, там все дела, я тебя выиграю. Он 7 месяцев вот готовился и реально говорил всем, что выиграет меня. Выиграл? Нет? А вызов подразумевает то, что вас приглашают, полностью пакет оплачивают? Нет. Нет? Нет. Все за свой счет? Вообще, он просто сказал, что вызов, а где матч, то есть мы это не обговаривали изначально, вот у нас была договоренность, матч должны были на WL провести наш в Америке, ну, от федерации. Из-за коронавируса, получается, у меня не получилось туда прилететь, и он хотел прилететь в Россию даже. Он даже говорил, я прилечу к Schoolboy, ему даже, там мне брат переписывал, брат ему пишет, что я живу там в Арсеньеве, он говорит, я прилечу в Арсеньев, мы будем бороться. Типа я своим подписчикам сказал, что я в 2020-м поборюсь со Schoolboy, значит, я поборюсь. Везде нужны деньги. Да. Откуда бабки? YouTube. Сколько дает? Нормально приносит денег? Нормально. Если жить здесь, тем более в Приморье, то вообще нормально. Есть к чему стремиться. Да? Ну, это нам. Ну, вам будет платить гораздо меньше. Потому что мы в России. Да. Ну, не то, что вы в России, а то, что вас смотрят русские. То есть русский просмотр, он там в 8 раз дешевле американского, например, если сравнивать. То есть твой брательник основательно понимал, зачем он тут дергает. Да, поэтому все видео на канале на английском языке, как бы, ну, поэтому мы ведем английский, скажем так, контент для английской аудитории, для американской. Я так понимаю, что ты на 10 лет вперед смотришь. Семья, дети, домик. В Майами, Вот. скорее всего. Когда я задал тебе вопрос, почему ты здесь, а не там, ты сказал, что у тебя здесь бабушка с дедушкой. И папа. Ну, родственники просто, которые, ну, скажем так, ну, не... Как сказать-то? Ну, я не могу их оставить просто. Ты помогаешь бабушке с дедушкой? Ну, прям, чтобы... Ну, корову доешь там, я не знаю, Нет. козла режешь. Нет У нас скотины? нет же... Ну, мы живем в своем доме. Ну, точнее, бабушка с дедушкой рядом со мной. У нас 2 дома на участке. Они рядом, и я с ними рядом живу. Ты на отлично учился в школе? Нет. Очки? Зрение? Да. Генетически. Тебя не напрягают? У тебя минус, плюс? Минус 3,5. Напрягают в некоторых моментах. Ну, вот сейчас я катаюсь на горе, и очень неудобно одевать очки на очки. Вот. Ну, в некоторых моментах, да, неудобно все равно. А так вообще пофигу. Тренерской деятельностью занимаешься? Готов раскрывать секретики? Какие? Ну, по-любому же есть какие-то фишки свои. За деньги. Нет? То есть все очень просто, банально. Взял, вырвал руку и все. Я понял. Короче, что, давай поздравим народ с наступающим Новым годом. С наступающим. От себя пожелай что-нибудь молодежи, те, кто на тебя смотрят и хотят и стремятся стать таким, как ты. Что надо, Это вообще помимо сложно. стероидов? Стероиды вообще не нужны. Не, я вообще не против стероидов. Как бы я в перспективе даже... Я каждый год практически брату пишу, давай, зарядимся, выиграем, там что-нибудь, куда-нибудь подготовимся. Он говорит, у тебя базы никакой нету, пока 200 в натурашку там не пожмешь, никакой химии тебе, ты типа свою базу сначала построй, а то гормональный фон свой закроешь. Ну, он у меня такой как бы прошаренный. Вообще те, кто моего брата хорошо знают, точно знают, что я в натураху, потому что, ну, без брата я бы точно не стал химичить там. То есть, если бы я начал, то 100% Под его присмотром? Под его присмотром. Но он сам никогда не химичил, а ему уже 30. То есть, как бы он считает себя еще не до конца раскрывшимся натураху. Он считает, пока ты свой пик формы не дойдешь, ну, ни о какой форме речи идти не может. На самом деле я это с ним согласен. Я много знаю примеров, ну, людей, у которых тоже генетика вроде хорошая. Они начинают химичить, и, ну, когда раньше... Закрывают свое окно Да, потенциально. да.
Вот пик посмотрите на такой. меня, например, я. Всех с наступающим, здоровья вам, счастья. Не химичьте, пацаны. Огромное спасибо за то, что ты откликнулся. Прям респект тебе. Не завъебывался. Я думал, что тебя прям башня оторвала. Потому что возраст еще... я сколько? 28, 29, да, вот этой канителью более-менее занялся. Ты-то как раз в своем времени. На своем месте. Я думаю, что у вас все будет very well. Получаешься? Да, блин. Это же ты признался, что ты по-доброму завидуешь успехом и достижениям. Нет, я в смысле радуюсь. В чем зависть заключается? По-доброму, в смысле, ты радуешься, но очень бы хотел, чтобы у тебя такие были. Ну, да, пиздец. Я знаю, что очень бы хотел ты, потому что... Я хотел, да? Ну, потому что вот у него, у брата канал, а у меня у тебя, понимаешь?